Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали. Узорчики получаются классные. Напомню, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные. Подбирайте под непосредственно пряжу крючок, чтобы у вас все получилось. А я сегодня вяжу вот такой вот пряжи, называется она Alize Diva. Идем дальше. В 100 граммах находится 350 метров. Если кому понравился цвет, в принципе, передает как на камеру, как он и есть. То цвет этот 109. Это стопроцентная микрофибра. И нам советует производитель, вот, берите крючок от единички до троечки. Но в силу моей плотности вязания, в силу моего узорчика, я сегодня буду вязать двоечкой. В принципе, меня устраивает. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 6 петелек. Я буду набирать 5 раппортов, получается 30 воздушных петелек и одну петельку дополнительную, чтобы узорчик красиво закончился. А вы в свою очередь набирайте, как вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот сегодня мой образец будет такой. Итак, как и во многих узорчиках, особенно для новичков, рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка аккуратненько 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку опять нырнули, провязали столбик с накидом. И в следующие, во все последующие вот так вот шагаете в каждую петельку и провязываете столбики с накидом. В дальнейшем просто будет удобно вам провязывать сам узорчик. Не запутайтесь в воздушных петельках. Сами себя контролируйте. Сколько у вас петелек было, столько должно быть столбиков. То есть у меня 31 воздушная петелька, значит 31 столбик. Не забывайте, что вот эти вот первые 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Далее мы приступаем непосредственно к узорчику. Для начала нам необходимо сделать 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь по узорчику 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Итого получилось 8. Угу. Далее, смотрите внимательно. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Далее провязываем 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В столбиках пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Угу. У нас такая вот большая арочка получилась, а здесь получается пол арочки. Угу. Дальше делаем большие арочки. 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В столбиках пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6 провязываем столбик без накида. Понятно? И вот так вот вы провязываете 9 воздушных петелек столбик без накида, 9 воздушных петелек столбик без накида до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу, покажу, как закончим ряд. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши арочки, и как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. У нас остались вот 2 столбика, так, и последние 3 петельки, к которым мы будем присоединяться. Смотрите, мы здесь провязываем всего только 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А теперь смотрите, 2 накида, и вот к этим 3 петелькам подъема мы присоединяемся столбиком с 2 накидами. Поняли? Провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Угу.
Вот, мы вытянули, получается, наш ряд. И в итоге получилось то же самое, что в самом начале. Помните, 4 воздушные петельки делали? Это и есть имитация столбика с двумя накидами. Итак, идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. Переключаемся к столбику без накида предыдущего ряда, нырнули в него, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим петельки на крючке, накид. Еще раз сюда нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим 3 петельки на крючке, накид. Третий раз также нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И когда 4 петельки на крючке, провязываем их все вместе. Угу. Вот такой пышный столбик. 2 воздушные петельки. Есть. Далее, смотрите, вот у нас арочка большая, да. Вы можете непосредственно в нее нырнуть, провязать столбик без накида. Так, и дальше идти. Но я как бы рекомендую, да, сделать, и сама буду делать. Смотрите, мы находим, получается, 5-ю петельку, да, то есть центр. Из 9 центр 5-я. Итак, считаем аккуратненько. Раз, два, три, 4, 5. Ныряем в 5-ю, именно в саму петельку. И провязываем столбик без накида. Если у вас есть такая же возможность, да, пряжа позволяет крючок зрения, провязывайте в петельку. Если нет такой возможности, не портите глаза, провязывайте в арочку. Угу. 2 воздушные петельки. И опять переключаемся в столбик без накида и провязываем пышный столбик. Раз, накид. 2, накид. 3, 4 петельки вместе. Провязали 2 воздушные. Раз, два. И опять присоединяемся, получается, к центральной 5-й петельке. Оп, столбик без накида. 2 воздушные петельки и так далее. Опять пышный столбик, столбик без накида. Угу. Раз, два, 3 и провязали 2 воздушные петельки и так далее. То есть по итогу вот такая получается красота. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наша первоначальная красота. Как мы закончили ряд. 2 воздушные петельки, да? И получается, помните, мы делали 4 воздушные петельки, 4 петельки по узорчику. И вот мы, получается, к 4-й петельке, которые были воздушные, присоединились столбиком без накида. Есть. Далее, воздушная петелька, поворот. Сюда же опять мы ныряем, провязываем столбик без накида. Теперь наша с вами задача повторить точь-в-точь первый ряд, но просто с небольшим смещением. Мы начинаем сразу же с арочки, 9 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И, получается, перепрыгиваем вот наш пышный столбик к столбику без накида. И провязываем тоже столбик без накида. Опять 9 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять перепрыгиваем пышный столбик к столбику без накида. Оп, понятно, да? То есть ничего сложного. Вы повторяете точь-в-точь первый ряд, то есть делайте вот такие вот большие арочки. Все, самостоятельно до конца ряда, потому что несложно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши очередные арочки готовы. И здесь, получается, мы закончили столбиком без накида, как и начали. Так, ничего сложного. Далее, то есть мы будем сейчас делать шишечки. Угу. Повторяем второй наш ряд. Итак, для начала нам необходимо будет с вами сделать 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Потом помните, да, либо ныряем в арочку, провязываем столбик без накида, либо непосредственно в петельку. Столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот наш столбик без накида, в него провязываем пышный столбик. То есть точно так же. 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Все 4 петельки провязали. 2 воздушные. Оп, оп. Все, и опять наша арочка, и мы провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть ничего сложного, точь-в-точь, как второй ряд, только опять же, видите, в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда, в конце ряда еще встречаемся. Так, смотрите, вот провязали еще один ряд практически до конца. Хочу показать, как заканчиваем. Вот мы присоединили столбиком без накида к центру нашей арочки. 2 воздушные петельки. Раз, два.
2 накида, мы выравниваем высоту нашего ряда, да, и присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда столбиком с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. Поняли, да? И далее повторяем точь-в-точь самый первый ряд. То есть для начала 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И 4 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3, 4. Переключаемся вот на наш столбик без накида и провязываем в него столбик без накида. Есть. Делаем 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять переключаемся, перепрыгиваем нашу шишечку, переключаемся к столбику без накида. Угу. То есть точь-в-точь самый-самый первый ряд. Получается, узорчик у нас состоит всего лишь только из 2 рядов. Первый ряд арочки, второй ряд шишечки. Потом немножко сдвинулись в шахматном порядке, видите? Дальше первый ряд арочки, второй ряд шишечки. Конечно, вертикальный раппорт получается 4 ряда, да? 1, 2, 3, 4. Потом 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Несложно. Для того, чтобы вы разобрались непосредственно, как вязать данный узорчик, я прилагаю сюда схемку. Опытные мастера, мастерицы по схемке, смотрите, сами себя контролируйте. Те новички, кто еще не умеет работать со схемками, посмотрите, приглядитесь. Очень элементарная, очень простая схемка. Но немножечко, конечно, такая бледненькая, но все читабельно, все понятно. Вы поймете, где пышные столбики, где столбики без накидов, где столбики с 2 накидами. В общем, у вас все получится. Ну что, увеличиваем наш образец. Да, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот ажурная, нежная, струящаяся, легкая красота. Вы знаете, по ощущениям, вот именно тактильным, супер нежно, супер мягко, супер легко. Обязательно надо пробовать вам связать. Туничка ли, маечка ли, да. То есть какая-то такая вот летняя воздушная какая-то разлетаечка. Классно будет. Ну, конечно, это может быть какой-либо чехольчик, накидочка такая вот, смотря с какой пряжи, да? Смотрите, супер. Вяжется легко. Свяжите, когда поймете принцип узорчика, буквально за вечер туничку. Супер, шикарно, здорово. Смотрите. Давайте замерим нашу сегодняшнюю красоту. Итак, набирала я, получается, 31 воздушную петельку. Если этим же крючком, да, этой же пряжи, этой же плотностью вязания, то в моем случае сегодня это получается, ну, практически 13 сантиметров. Так? И здесь получается, смотрите, вот такая вот арочка и получается шишечка, это 2 ряда, да, то есть будем считать по шишечкам. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Заметьте, как хорошо, удобно заканчивается вязание, да, можно просто обвязать столбиками с накидом и все. То есть 13 и первый ряд наборный 14, это у нас получается, ну, вот тоже практически 12 сантиметров. Естественно, за счет того, что ниточка микрофибра, узорчик вот так вот, смотрите, практически, ну как бы не тянется, вот так тянется. Смотря какая пряжа у вас будет, тоже будет либо тянуться, либо не тянуться, но в любом случае в копилочку ваших узорчиков что-то интересное придумайте, обязательно хвастайтесь, пишите. Если кто-либо вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, нам интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, нам тоже интересно. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. И вам будут приходить все обновки, новинки на канале. Ну что ж, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.